Ну что же, как всегда, классическим образом проверяем заявление производителя по поводу IP68, топим 13 Pro. Так, сначала включаю видео, чтобы вы видели картинку. Опускаемся. Так, видео он не остановил пока. Съемка пока идет. Ну и по большому счету нам надо его чуть-чуть только здесь повертеть, попробовать выключить съемку, получается, и вытащить наружу. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы подробно узнаете о смартфоне Xiaomi 13T Pro. Насколько он хорош, стоит ли он своих денег. Сравню его параллельно с iPhone 15. Недавно он вышел, обзор уже у меня на канале, так же как и на iPhone 15 Pro Max. И нет, Xiaomi 13T Pro это не то же самое, что Redmi K60 Ultra. Они даже внешне отличаются, даже по блокам камер. Если говорить о особенностях данного аппарата, почему на него стоит обратить внимание? IP68, последний процессор от Dimensity 9220+. И это прям очень сильно. Вначале вы видели, как я топил этот смартфон, он, разумеется, выжил. Он может снимать на основную камеру в 8К. Спецнастройки от Leica. На них я особо останавливаться не буду. Почему? Потому что, по мне, смартфон должен из кармана хорошо снимать. А если уже начинаешь химичить, то модельный ряд, который тебе подойдет, очень сильно расширяется, потому что устанавливаем Google камеру почти на любой средняк, и в принципе при прямых руках вы всегда сможете что-то более-менее прилично снять. Здесь у нас есть стерео. Внимание, по поводу экрана. 1200 нит это максимальная яркость, но пиковая 2600 нит. Это вообще просто какой-то супер-мега-космос. Огромный плюс им за то, что они не сделали никаких здесь водопадов. То есть это прямые грани, и играть очень удобно. Уже на лайв-канале я гонял его в Твиче. О смартфоне можно кратко сказать «хорош». Ну а подробно вы узнаете сейчас. Смотрим. Распаковка. Поставляется Xiaomi 13T Pro в белой минималистичной коробке, что стандартно для Xiaomi, но плотненькая она, хорошая. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Пакинг обыкновенный, в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткую информацию, обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на бодрые 120 Вт. Весит смартфон 206 граммов, а габариты составляют 162 на 76 на 8,5 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Всем, кто подписался на канал, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Перейдем же к смартфону. Дизайн смартфона интересный, выглядит он неплохо, но тыльная часть глянцевая и марка. Выполнена она из стекла, а рамки пластиковые. Сборка хорошая, как и качество материалов. Единственное, блок камер у меня очень быстро поцарапался. Так что носить этот смарт лучше всего в чехле. Лежит смартфон в руке в целом удобно, пользоваться одной рукой можно, но не особо комфортно из-за размеров, как, к примеру, у Xiaomi 13 было. Там все было намного легче. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG, по моим тестам версии почему-то 2.0, микрофоны, стереодинамики с громким и довольно качественным звуком, но это полуторка, я думаю, вы понимаете, о чем я. Предустановки звучания на борту, как и кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Мини-джека нет и капорт в наличии. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68, за что плюс в начале ролика вы могли наблюдать, как смартфон противостоит воде. В целом, тест на водонепроницаемость он прошел достойно. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Имеется поддержка такой технологии, как Dolby Vision, HDR10, HDR10+, и HLG. Полноценный AOD в наличии, плотность пикселей 446 ppi. Экран, конечно, по заявлению производителя волшебный. 1200 нит максимум и 2600 нит пиковая яркость экрана. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости достаточно, пользоваться смартфоном можно без проблем даже на солнце. Автояркость отрабатывает корректно, частота обновления экрана максимум 144 Гц, автоматический режим также на борту. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат средний, мультитач, конечно же, есть, и в отличие
отличие от iPhone 15 и 15 Pro Max, который я тестировал, здесь экран откликается на 10 касаний одновременно, без проблем. DC-диминг на борту, шим небольшой, сами видите. Результат не лучший, что я встречал, но не как у флагманов Samsung. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но завести отпечаток одного и того же пальца можно 5 раз. Распознавание лица срабатывает даже под углом, завести можно до 2 лиц, что стандартно для Xiaomi, но плохо, что можно завести 2 раза одно и то же лицо. Опять же, мое субъективное мнение, хотя у всех смартфонов можно 2 раза одно и то же лицо заводить, если там есть функция 2 лиц. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9200+, техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,35 ГГц. Графический процессор Mali G715 MC11, операционная система MIUI 14 Global на базе Android 13 версии. У меня комплектация с 12 гигабайтами оперативки и 512 гигабайт внутренней памяти UFS версии 4.0. Также есть возможность приобрести смартфон с ПЗУ на 256 гигабайт и даже 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии. Есть возможность использовать eSIM, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть, для 4G 7 и 20 бенды на борту. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчики приближения, не подводили. Bluetooth версии 5.3, хотя где-то пишется 5.4, но у меня программы так показывают. NFC поддерживается, можно установить MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность 1 метр, но напоминаю, что смартфоны на процессорах от Qualcomm со своей точностью в 3 метра справляются с навигацией лучше. Во всяком случае, по моей практике и по моим тестам, как и по отзывам большинства пользователей. Емкость аккумулятора стандартная 5000 мАч, в PC-марке выдал он 7 часов 31 минуту в автономности, притом тест я проводил при 144 Гц экрана на максимальной яркости, и согласитесь, это круто. В Work Performance он показал ничего космического, 13420 баллов, это ожидаемо. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, у меня смартфон заряжался 23 минуты от 0 до сотки, при том, что производитель обещает за 19 минут, и хочу отметить, что чтобы он так заряжался быстро, необходимо включать функцию быстрой зарядки, и при этом смартфон очень сильно нагревается. Поддержки MHL подключения смартфон не имеет, при просмотре роликов на YouTube за 1 час у меня ушло аж 12% заряда, и это довольно прилично. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходит в среднем 30% заряда, можете зайти на лайв-канал, там запись есть того, каким образом я гонял этот смартфон. Иногда он, кстати, поедает меньше, 26-28, но в среднем 30 все-таки получилось. Перейдем же к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 377 гипсов минимально, максимально 413 гипсов и в среднем 395 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбил в Geekbench, видите, 3D Mark не определил модель смартфона еще. В Antutu выдал результат в 1 393 000 попугаев, а Storage тест показал великолепные 149 000. 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране, проходил я его без чехла, под кондиционером, и вот так все получилось не супер-мега круто. Над камерами с Xiaomi работали совместно с Leica, и разумеется здесь основной сенсор камеры на 50 мегапикселей AMX707 с оптической стабилизацией. Все по фэншуй. Сверхширик здесь на 12 мегапикселей, портретный сенсор на 50 мегапикселей, все, что здесь есть. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS и ниже. 4К 120 FPS отсутствует. Фронтальный сенсор находится по центру, в верхней части экрана на 20 мегапикселей. Вырез довольно небольшой, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Это прям очень печально, хотя он может и в HDR снимать. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну и что, чтобы вам не было безумно скучно смотреть на обзор одного смартфона, я благополучным образом помогу вам увидеть обзор двух сразу смартфонов. Это пятнашка Яблоко и Xiaomi 13T Pro. Как я уже говорил, что я буду снимать и сравнивать теперь с 15-м айфоном практически все, что претендует на звание камерафона, чтобы вы примерно понимали, насколько может быть разная картинка, устройство, разная стоимость. Потому что Яблоко, разумеется, почти в 2 раза дороже. Насколько у кого как работают микрофоны и у кого лучше картинка, я думаю, вы уже увидели. Во всяком случае, это максимально неприятный момент. Это лифт, освещение здесь швах, звук здесь тоже плохой. И вот так вы сможете себя снимать. Притом можно переходить на ультраширик еще у Яблока. Фронталки то же самое, история довольно простая, 4К 60 FPS у Яблока и 1080p 30 FPS
у Xiaomi. Насколько хорошо, у кого как, вы видите сейчас сами. Если встать и поговорить, то будет примерно так. Эмоции от игры. Играл у него в час в PUBG. FPS проседает, яркость падает до 400, в 2 раза получается. У него 800 с лишним люксов показывает так, и 408 люксов показывает при нагрузке. Ничего критичного, потому что ниже 300 люксов невозможно играть. 400 люксов это еще нормально. Потому что яблоко, допустим, 15 Pro Max у меня сбрасывало до 2500 люксов, и вот это уже было тяжело. Ну, шумов у яблока больше. Хотя, собственно, Xiaomi картинка тоже так себе. Ночь. Ну и немного дневной съемки. 4К 60 FPS с 2 рук. И я даже не знаю, кто лучше снимает. Смотрите сами. На экранах тяжело определить. По ощущениям у Xiaomi чуть-чуть лучше стаб. Но напоминаю, что вот iPhone может делать вот так. С иксами. А по иксу максимум у Xiaomi у нас X6, у яблока придется отложить. У яблока X6 и у Xiaomi X6. Ну, все поняли, да? И фронталка у Xiaomi 1080p HDR, у яблока 4К 60 FPS. 4К 60 FPS, и я думаю, в принципе, вот такого сравнения будет более чем достаточно. Съемка ведется с 2 рук, без штативов каких-то. iPhone 15 против Xiaomi 13T Pro. Как работает стаб, как картинка дергается, не дергается, как со светом. Все решать вам и оценивать, разумеется, вам. Как работают микрофоны тоже. Помним, голос у меня сиплый, я болею. Наоборот, хорошо. Будете знать, как в разных условиях смартфоны могут отрабатывать. Ну и в принципе это минуты более чем достаточно, чтобы понять, кто есть кто. По поводу передачи цветов, ближе, мне кажется, все-таки яблоко, хотя надо смотреть на большом экране. Ну что, начнем с вами максимально неблагодарное дело. Почему неблагодарное? Потому что повторяюсь, что все разумные доводы по поводу фотографий необходимо самому искать и самому находить. Слева у нас великолепный Xiaomi, справа у нас iPhone 15. И если мы обратим внимание на ультраширик, все это снималось, насколько все плохо, везде все плохо. То есть где-то что-то лучше, где-то хуже, можно по цифрам, допустим, определить. Мне, наверное, больше импонирует, как сделал фотографию Xiaomi. Потому что iPhone как-то уж совсем все сильно заблерил. Освещение было одинаково ужасное, а по углам, ну не знаю, и там не все волшебно. По свету лучше отработал, видите, яблочный девайс. Но именно по объекту я считаю, что лучше здесь из-за руки отработал все-таки Xiaomi. Ну и теперь 2 основных модуля у нас. И здесь чуть-чуть картинка другая. iPhone 15 справа и слева у нас Xiaomi. Выставил он у нас ISO 500 и апертуру 1.9. Смотрим, как отработал Xiaomi. Здесь ощущение, что сглаживание по полной программе. Но и яблоко тоже с цветом кожи, я бы сказал, не угадал. Но по детальности мне больше импонирует не Xiaomi, а яблоко. Мне кажется, что у яблока деталей больше. Хотя все очень близко. Прям очень. Ну что, здесь 2 ультраширика у нас. Слева, как всегда, у нас Xiaomi ISO 50. Справа у нас, как всегда, яблоко. ISO 25. И что мы здесь видим? Я вижу, что здесь, кстати, у Xiaomi довольно приличные вот эти вот искажения вот здесь. Но Xiaomi больше угадал с цветами. Яблоко чуть-чуть их перекрутило. Хотя в видео наоборот, Xiaomi перекручивает цвета. Деталей больше будет у Xiaomi. То есть Xiaomi, получается, подетальнее у нас фотографирует
Поэтому мы и делаем эти сравнения. И еще раз повторяюсь, очень советую скачать просто исходники и посмотреть самим на своих мониторах. И теперь чуть ли не самое интересное. 2 ночных фото. Как вы видите, здесь у нас зайчиков больше, здесь меньше. И где же у нас зайчики? Зайчики у нас у Xiaomi. Апертура 1.9, ISO 8000, основной модуль. Здесь у нас апертура 1.6, ISO 1250. Если смотреть по деталям, деталей больше вытянул яблочный девайс. Это раз. Но смотрите по работе, допустим, с светом. Вот здесь со светом лучше отработал, получается, Xiaomi. Здесь, если смотреть, то же самое. Здесь Xiaomi лучше справился. Если смотреть по ближним объектам, здесь то же самое. Видите, как лампа светит для пятнашки, а Xiaomi проигнорировал излишнее освещение и вытянул какую-то информацию. То есть, несмотря на то, что здесь у нас такие зайчики, в целом, если брать кусками фотографию, у Xiaomi фотография по мне лучше. Но вот эти вот места, конечно, убивают все. Ну и 2 ночных селфи. Я не знаю, смысл есть сравнивать или нет, потому что здесь сразу видно, кто есть кто. Яблоко справа, Xiaomi слева, по рубашке даже. Вот она вот такая, и цвет такой. Здесь у нас абсолютно другой цвет. Выглажено, вылизано, цвет кожи скин-тон здесь вообще не угадан. У яблока то же самое, чуть-чуть она промазала со скин-тоном, но не все так плохо. И если посмотреть даже на то, как фотография схватила те же очки, ну, небо и земля. И финализировать я бы хотел без анализа, просто вот смотрите, вот сфотографировал Xiaomi на основной модуль, одна большая простая фотография, все отлично, нигде ничего не поплыло, день, пусть и рассеянный свет, смарт справился великолепно, никаких, ну ладно, вот здесь края чуть-чуть замылены, хотел сказать, никаких краев замыленных нет, есть замыленные края, но в целом впечатление от фотографии исключительно положительное, и можно долго искать недостатки, либо долго искать достоинства одного или другого аппарата, но в таких случаях, когда у тебя такие девайсы в руках, главное научиться правильно фотографировать, а не сетовать на то, что у одного лучше с тенями, у другого лучше с передачей цвета, а здесь экспозиция, а здесь автомат. Учимся фотографировать, и все будет хорошо. Здесь у нас уже есть 4К 60 FPS, в отличие от 13T. Хотя по мне чуть-чуть рваная, но опять же смарт сейчас обновляется. Еще увидите много примеров. iX стандартный 6. Там на 4К 30 FPS 13T был X10, но тоже бесполезный. Но на ультраширик переходить нельзя. Здесь ультраширик 4К 30 FPS. 4К 60 FPS ночь. И вот так вы сможете снимать различные объекты и людей. Ультраширик максимум 4К 30 FPS. 4К 60 FPS, основной модуль, съемка у дороги. И в целом снимает смартфон хорошо. По мне. Немного 4К 60 FPS движения. И вот так художественно постарайтесь снимать. Надеюсь, получилось плавно. 4К 60 FPS, лютейший ветер. И мне интересно, как отработают микрофоны. Я думаю, вам тоже интересно. Ветер очень сильный. Смартфон без чехла. И вот так он примерно сможет справляться с подобными не особо приятными, скажем так, условиями для съемки. Ну и что, 4К 60 FPS, лифт, и это чуть-чуть похоже на 13T, если не сказать, что очень похоже, только плавности побольше, из-за этого ощущение, что картинка почетче. Во всяком случае, когда я смотрю на экран, вопрос, как все это будет на компьютере, тем более, как все это дело будет потом у вас на YouTube после всех рендеров и сжатия. И такая же Xiaomi-шная фронталка 1080p 30 FPS, очень странно, что по ощущениям это хуже, чем 13T. Она отрабатывает по шумам. 4К 60 FPS, ночь и вышка. Вот так вы сможете снимать ночью разные достопримечательности. И фронталка. Также ночь. Различные объекты. Те же 1080p. 4К 60 FPS. Ну что, хотя здесь есть отдельный режим ночь. Официально вам заявляю, что это дело автоматически включает режим ночь при фотографии. Через раз, правда, но включает. И нужно ждать пару секунд для того, чтобы получилось неплохое фото. Если брать иксы, разумеется, ночью их тестировать не стоит, но
X6 мыльный, как всегда, и у всего. Так, это 4К 30 FPS с режимом HDR, 60 FPS в режиме HDR невозможно, и вот так вы сможете снимать в HDR на это дело. И это уже 4К 60 FPS для всех фудблогеров, вот так вы сможете заниматься своими делами. Кстати, шорты с ними вроде бы с едой очень сильно у людей заходят. Говорю как техно, который не знает, что заходит и как, но примерно представляет, как можно снимать на тот или иной смартфон. Это без доп. Освещения. То есть обычный холодный свет в помещении. И я скажу, что это очень даже смотрибельно. И ультраширик тоже 4К 30 FPS. В принципе, неплохо. И для еды, абсолютно бесполезный модуль для еды, но все равно, вдруг кто захочет вот так снимать. На фронталке можно включать HDR, но по какой-то неясной мне причине тогда идет чуть-чуть кроп. Либо у меня такое ощущение, либо так. И фризов больше, и шумов больше. Вот сейчас 1080p 30 FPS без HDR, шумов меньше. Ну и в принципе по мне все выглядит намного адекватнее. Ультраширик 4К 23 FPS. И закрываем его. Еще раз проверяем. А основной модуль волшебно переключается. Основной модуль 4К 60 FPS. Движение, звуки. И все по фэншую. Напоминаю, смарт находится в чехле. И да, это настоящий самолет. Вот так. Это настоящая трущоба. Это настоящее кафе с высокими ценами и трущоба. Здесь поесть стоит, кстати, дороже, чем пожить здесь ночь. 4К 60 FPS, съемки мало не бывает. И да, мне тоже уже снится 4К 60 FPS. Если вы смотрите много обзоров, то по большому счету эти циферки уже в голове. Но это такой необходимый минимум по мне. Очень многие мне писали, что Саня, ты говоришь 8К не надо, а мы уже давно в них снимаем. Мне кажется, что это все равно единица. И кроп с 8К смартфонных, не знаю, может быть предметная съемка, наверное, предметная съемка какая-то. Она рациональна. А так, с чего ты можешь делать? Samsung кроп, да. А остальные, где еще 8К хорошие вы видели? Опять же, Sony, может быть, но я Sony не тестировал, что за эти деньги лучше их камеру купить. А если говорить о каких-то других девайсах, не знаю, мне кажется, 4К 60 FPS за глаза и за уши. Хотя многие пишут, что уже и потребляют 8К. Опять же, единицы, наверное, те, кто не согласны. В целом, вот так вы сможете снимать ночью в движении с одной руки на этот смартфон. Напоминаю, что скорее всего на него у меня тоже будет обзор одним кадром на лайв-канале. Можете посмотреть, как он может вас снимать при необходимости со штатива. Даже не с селфи-палки, со стабилизатором, допустим, как Джимбол 5. У много каких линеек, а то сейчас скажете, я пиарю. Вот так сможете снимать. К слову, я очень редко пользуюсь стабилизатором, в основном снимаю с руки без таба. И фронталка в тех же аморальных условиях, абсолютная ночь. Но вижу я лучше, чем она снимает, в разы. В разы. 4К 60 FPS, основной модуль. Съемка с двух рук. Стараюсь все делать плавно. И немного фронталки 1080p 30 FPS. 4К 60 FPS, основной модуль, съемка с одной руки в баге, на баге. Так мы делаем. Потому что свет не рассеянный, а свет позади.
Фронталка 1080 FPS. Вот так, если прям на вытянутую руку держать телефон, то тогда вы сможете себя снимать, чтобы вы себя же видели. В противном случае это довольно сложно. Вот если комфортно, то так. Соответственно, если комфортно, то видео себя не видит. Так будет отрабатывать стабилизация, так будет отрабатывать микрофон. Все максимально медленно, как вы догадываетесь. Таких штук я еще не видел. Тут в посудине рыбки стены. Минусы. Марки корпус, шим, нет мини-джека, нельзя расширить внутреннюю память, вставив microSD. Ну и сброс яркости в играх, пусть даже сбрасывает он до 400 люксов. Яблоко сбрасывало до 200 люксов, но я встречал смартфоны, которые не сбрасывают яркость в играх. За это ему отдельный минус. Возможно, с прошивкой все допилят, но пока только так. Особо приятно, конечно, что здесь есть защита от влаги. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забываем, что у Xiaomi, как и у Poco, и у всех остальных, самые выгодные предложения на старте продаж, когда есть промокоды, купоны, либо можно ждать, когда курс доллара станет ниже, но этого ждать можно очень долго. В целом, цена сейчас, учитывая промокоды, адекватная. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Ну и резюмировать я хотел бы стандартно, как всегда, собственно, камеру самого смартфона, его родные микрофоны работают, и я думаю, что вы уже запомнили, что здесь есть защита от влаги, это круто, основной модуль довольно клевый, и с очень хорошей стабилизацией, отличной цветопередачей. Плюс, я уверен, они еще будут допиливать камеру, она станет еще лучше. Из слабых мест, разумеется, это фронталка, потому что 1080p 30 fps это ни в какие ворота не лезет. Беспроводной зарядки я не нашел, может быть она где-то здесь и запрятана, либо мои зарядки беспроводные не работают. Но и в рекламе я не встречал, может быть пропустил, допускаю. Если говорить о том, как он лежит в руке, все круто, но без чехла вы его носить не будете, потому что он заляпывается просто моментально, и здесь даже не дело в том, что он у вас выскальзывать будет. Нет, можно привыкнуть, и он не будет выскальзывать из рук. Если говорить о том, что здесь нет мини-джека, допустим, или карты памяти, то у флагманов этого практически никогда и не бывает. Смартфон выглядит дорого, выглядит как будто это бизнес-класс, и ощущения от него пока исключительно положительные. Да, у него, повторяюсь, есть ощутимые недостатки, в первую очередь, это фронталка и довольно быстро разряжающаяся батарея, это факт. Потому что 12% заряда за 1 час просмотра видео на максимальной яркости это очень много. Плюс то, что он сбрасывает яркость в играх до 400 люксов, а в принципе у нас были смартфоны, которые не сбрасывали яркость у того же Poco. Поэтому от меня девайсу максимально скромное «да». Завтра, скорее всего, будет еще обзор на Xiaomi 13T. Есть вопросы, пишите ко мне в телеграм-канал взаимопомощи, либо в личный телеграм-канал. Постараюсь ответить. Все исходники, фото с этого аппарата, то же самое можете скачать, посмотреть и оценить сами, потому что одно дело, как вам рассказывают, как человек видит, другое дело, как вы увидите на своем источнике и как вы оцените сами для себя эти фотографии. Добра и удачи вам, дорогие друзья!